Друзья, рад приветствовать вас на канале Rustories, где мы продолжаем изучать русский язык по коротким, увлекательным и познавательным рассказам. Все как всегда. Справа на экране вы увидите текст рассказа на русском языке, а в субтитрах YouTube можете включить перевод на английский и многие другие языки. Итак, поехали. В первых числах июня 1967 года в акватории Суэцкого канала двигались в разных направлениях 14 торговых кораблей, принадлежащих разным державам – США, ФРГ, Польши, Великобритании, Норвегии, Болгарии и Чехословакии. Тогда-то, по словам одного из моряков, и началась заварушка. В эти дни президент Египта Гамаль Абдель-Насер призвал арабские страны атаковать Израиль. Это послужило прелюдией к началу шестидневной войны. Но уже в первый день военных действий Египет лишился всей своей авиации в результате атаки израильских ВВС. А еще через 5 суток арабская коалиция, куда входили также Иордания, Ирак, Алжир и Сирия, приняла предложение ООН о прекращении огня. Израиль получил контроль над территорией, которая была в 3 раза больше довоенной, включая Синайский полуостров, Голландские высоты, западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим. Побочным результатом этой стремительной войны стала блокировка Суэцкого канала, в котором оказались заперты торговые суда разных стран. Сначала команды узнали, что выходы из канала закрыты. Египет закрыл их, затопив старые суда в фарватере и спустив в воду десятки морских мин. Оставалось только ждать, и торговые суда встали на якорь в районе Большого Горького озера, самой широкой части Суэцкого канала. Несколько недель моряки выжидали, ведя радиопереговоры с руководством своих судоходных компаний. Затем стало понятно, что пленение будет долгим. Израилю и Египту, занятым послевоенными переговорами, было не до расчистки канала. В октябре, спустя 5 месяцев после вынужденной остановки, капитаны всех 14 судов встретились на борту британского теплохода «Мелампус» и договорились о создании Ассоциации Большого Горького озера. Они поклялись во всем помогать друг другу, делиться инструментами и припасами и, по возможности, проводить вместе досуг. Свой флот, вставший на якорь, они назвали «желтой флотилией» из-за того, что палубы ежедневно засыпало песком, который ветер нес с суши. Почти сразу на кораблях отменили сухой закон. Выяснилось, что немецкое судно «Мюнстерланд»
везет на борту груз охлажденного австралийского винограда. Его отдали болгарским матросам с корабля «Василь Левски». Те вручную собрали самогонный аппарат и принялись снабжать всех моряков ассоциации бренди собственного изготовления. В ходу было и пиво. Его запасы были сразу на нескольких судах. Когда имеющееся пиво закончилось, его стали доставлять вместе с остальными продуктами с суши с помощью агентов судоходных компаний. По легенде, в 1969 году, спустя 2 года стояния, капитан одного из британских кораблей подсчитал, что вместе моряки выпили больше 1,5 миллиона бутылок пива. Сотрудничество, впрочем, не ограничивалось только пьянством. Матросы сохраняли дисциплину и боевой дух. Так польское судно «Джакарта» открыло на борту бесплатную больницу. В составе его команды работали несколько врачей, к которым присоединились медики с других судов. Шведский корабль «Киллара» организовал бассейн. Его устроили в одном из пустых контейнеров. Другое шведское судно «Ниппон» открыло для всех моряков качалку. На борту норвежского корабля «Эссейнс» подавали обеды. Своего кока команда унаследовала от прежних французских владельцев судна, и он оказался первоклассным шеф-поваром. Немцы на борту «Нордвинд» организовали богослужение, а капитан чешского судна «Леднице» даже стал выпускать собственные марки ассоциации. Он печатал их на гектографе. Первая марка изображала рукопожатие под лавровым венком. На ней также красовались буквы GBLA – Great Bitter Lake Association. Впоследствии марки разными тиражами до 200 экземпляров выпускали также в честь годовщин пребывания судов на Большом Горьком озере, а также по случаю разных памятных мероприятий, в том числе чемпионата по футболу и парусной регаты. Моряки клеили марки на свои письма, хотя они, выпущенные кустарно, не являлись платежным средством. Не в последнюю очередь, именно благодаря маркам мир узнал о желтой флотилии. Филателисты считают их большой редкостью. По маркам можно воспроизвести хронологию всего 8-летнего стояния в Суэцком канале. Олимпиада Ассоциации Большого Горького озера в октябре 1968 года стала одной из самых заметных совместных инициатив. Моряки договорились о ее проведении, потому что одновременно в это же время в Мексике шли настоящие летние Олимпийские игры. Команды матросов
соревновались в десятки видов спорта, включая плавание, тяжелую атлетику, прыжки в высоту и футбол. Для проведения футбольного турнира использовали палубу британского корабля Порт Инверкаргил. Ее завесили сетями, чтобы мяч не улетал за борт. Впоследствии футбольные турниры стали ежегодной традицией «желтой флотилии». Призы для них, настоящие футбольные кубки, присылали редакции британских газет. Впрочем, победить на Олимпийских играх ассоциации англичанам не удалось. В общекомандном зачете матросы британских судов заняли только 3-е место. Даже несмотря на то, что англичане были самым многочисленным контингентом желтой флотилии. В Суэцком канале застряли сразу 4 британских судна, тогда как немецких, польских и шведских было всего по 2. Поляки оказались на 1-м месте, выиграв Олимпиаду. Немцы заняли 2-е место. Еще одной традицией ассоциации стало совместное празднование Рождества. Ежегодно моряки делали из подручных средств новогоднюю елку. Иногда она достигала в размерах нескольких метров. Ее спускали на воду, и команды всех судов собирались вокруг елки на парусных шлюпках, распевая на разных языках рождественские песни. Состав команд менялся с течением времени. Под конец большинство моряков покинули корабли. На борту остался только минимум обслуживающего персонала. Кроме того, суда, принадлежавшие одной стране, объединяли в группы. Одна команда следила одновременно за состоянием 2 или даже 4, как в случае британцев, судов. Фарватер Суэцкого канала удалось расчистить только в 1975 году. Тогда и выяснилось, что большинство кораблей ассоциации Большого Горького озера за время стояния проржавели и износились настолько, что больше не могли выходить в море. Исключение составили лишь 2 немецких сухогруза. В мае 1975 года они вышли из акватории Суэцкого канала своим ходом. Все остальные корабли смогли покинуть место 8-летнего заточения только с помощью буксиров. Друзья, вот такая удивительная история. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Если во время моего рассказа вы пользовались текстом на экране или переводом в субтитрах, я очень рекомендую вам посмотреть это видео еще и еще раз, пока у вас не получится понимать рассказ исключительно на слух. Такие повторения очень помогают в развитии навыка аудирования. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Огромной вам удачи.
И пока!